Даже в самом простом исполнении есть минимум 3 важных компонента в электрической схеме подключения электролизера. Почти сформулировал новое правило, которое позволит избежать того, что получилось у меня при этом испытании. Здравствуйте! Я вплотную подошел к испытанию новой электролизной системы в действии. Она предназначена для обеспечения газом горелки, и здесь потребуется некоторая производительность, которую нужно контролировать и регулировать. Обычно при работе от баллонов используются регуляторы давления, а регулировка протока газов и, соответственно, параметров пламени осуществляется этими краниками на самой горелке. А в этом газогенераторе никакого контроля давления нет, и если при его работе закрыть краник на горелке, произойдет подъем давления, что естественно приведет к потере герметичности. Поэтому производительность нужно регулировать изменением подводимой электрической мощности. Для регулировки мощности я буду использовать шим-контроллер такого типа. Это готовый модуль, который, судя по описанию, должен выдерживать ток в 30 ампер. Его подключение очень простое. Есть важное замечание. При токе свыше 25 ампер модулю необходимо дополнительное охлаждение радиаторов. Ручка регулятора в нулевом положении работает как выключатель. Индикатор отображает коэффициент заполнения импульсов в процентах. Частота их следования 20 кГц. Длительность фронта и спада примерно 130 наносекунд. Я запитаю систему от сети, но через промежуточный накопитель, который сможет выдержать огромный ток, если что-то пойдет не так. Изредка в электрических схемах таки происходит что-то не так. Поэтому разумные люди всегда предусматривают защиту для безопасности. Первым элементом в цепи будет сетевой автоматический выключатель. Такого вида автоматы срабатывают только при токовой перегрузке, поэтому их можно применить и в низковольтной линии. В прошлом видео мы замеряли вольт-амперную характеристику электролизера, по которой видно, что творится, когда на каждой ячейке напряжение приближается к 2 вольтам. В этом диапазоне ток может изменяться в несколько раз. Поэтому его нужно регулировать и хотя бы визуально контролировать, чтобы все работало правильно. Буду использовать такой вот недорогой амперметр, который, к сожалению, искажает показания. Да, на задней панели есть регулировочные винты, и при определенном токе можно приблизительно точно настроить амперметр. Но при изменении нагрузки и тока показания амперметра опять неверные. То есть это будет просто как ориентир, для точных измерений он совершенно не подходит. Кстати, я также прорабатываю свой простой вариант питания от переменной полярности. Среди кучи валяющихся у меня диодов и мостов есть и автомобильные. Заманчиво то, что они уже впрессованы в алюминиевый радиатор. Ради интереса посмотрю падение напряжения. Мост генератора Lada 2107 инжектор. Уже при токе в 10 ампер падение напряжения 820 мВ, то есть их начинка не очень хорошая. Lada Priora, Kalina. Похоже, что диоды одинаковы. Теперь мне стало ясно, почему эти мосты периодически выходят из строя. Дешевые диоды просто раскаляются при нагрузке. Вообще для простого силового выпрямителя лучше использовать диоды шотки с минимальным падением напряжения. Вот, например, при том же токе в 10 ампер на контактах этого диода 520 мВ, соответственно нагрев будет меньше в 1,5 раза. Выпрямитель планирую собирать из компонентов старого компьютера, которые обеспечат хорошее охлаждение. В шим-регуляторе контакты стальные и сделаны какими-то маленькими для 30 ампер. Если при первых тестах он выживет, я припаяю провода прямо к плате. На выходные контакты подключу сразу кулер, который будет охлаждать радиаторы его транзисторов. Так, получилась скорость вращения непропорциональна мощности, возможно из-за внутренней схемы кулера. Пускай крутится постоянно с полной скоростью.
Итак, все собрано в кучу. Я думаю, что самая простая схема подключения газогенератора к источнику постоянной полярности должна включать в себя предохранитель, в данном случае сетевой автоматический выключатель, амперметр. У данного образца шунт включается в отрицательную линию. Шим регулятор мощности. Поехали. Шим с полным отключением. В принципе, это удобно. На 10 амперах я электролизер уже проверял. Процесс пошел. Что-то сильно он заполняется газом. Как будто ему трудно выходить. Получается, газ просто наполняет электролизер и выдавливает раствор вверх. Да, уровень поднялся выше критического. Выливается через верх. Постоянный зритель, наверное, уже заметил, что я показываю все проблемы, которые у меня возникают. Это может быть полезно, так как дает дополнительную информацию для того, чтобы сделать что-то лучшее. Сделать надежную, отказоустойчивую систему. Что же сегодня пошло не так? Ведь при том же токе в 10 ампер в прошлый раз все было хорошо. Я заметил, что раствор потемнел. 10 ампер. Так, слева наполняется газом. А в трубках все белое. Раствор начал сильно пениться. Поэтому его вязкость увеличилась и ему сложнее проходить через лабиринты отверстий. Я опустил лизер ниже. Теперь бачок оказался гораздо выше него. Изначальный уровень на середине. Похоже, это ничего не изменило. Лизер наполняется газом. Понятно, газу где-то трудно проходить. Остается понаблюдать. Эта проблема в том, что затрудняет шахматный порядок отверстий, либо что-то дальше. В правой части со стороны штуцера все вполне штатно. Уровень поднимается. А слева при этом накапливается газ. Да, получается, что шахматный порядок сильно затрудняет проход пены, поэтому слева газом создается давление, которое через нижнюю трубку выдавливает назад раствор. Да, совершенно очевидно, здесь нужен второй штуцер выхода газов. Пока нет, буду заказывать. В этой гармошке всего 18 отсеков. Я не представляю, как бы это все работало, если бы их было больше, например, под высокое сетевое напряжение. Опять увеличивать площадь отверстий. Таким образом, наблюдаю некий конфликт между производительностью и эффективностью ввиду слабой естественной циркуляции. Кстати, если в систему добавить насос, но, конечно, не такой, то она могла бы работать полноценно. Даже есть идея, как сделать своими руками простой и сверхнадежный насос, который будет прокачивать эту агрессивную жидкость. Аккумулятор старенький, быстро разряжается. За короткое время регулятор пропускает ток более 20 ампер. Нагрев пока не обнаружен. Благодарю вас, что посмотрели мой очередной триллер с электролизом. До новых встреч!